Всем доброго времени суток, меня зовут Анна, и вы на моем канале Мастерская чудеса из ФОМа. И в этом видео вы увидите набор мягкий 3D конструктор той же фирмы Аплик А, вертолет, набор для детского творчества, весело и увлекательно. Здесь уже набор для возраста плюс 5. Лучшие поделки для детей. Так выглядит превью вертолета. Так он выглядит с изнаночной стороны. Здесь у нас описание, состав, детали. И разница здесь: предупреждение не использовать для детей младше 3 лет, содержит мелкие детали. И этот вертолет, чем мне понравился, он заявлен толщина фома 3 мм. Давайте его откроем, заглянем внутрь, что у нас входит в сам набор. Здесь 2 листа с деталями синего цвета и подробная инструкция, как собирать вертолет. Детали, их количество, номера, инструкция мелковата, но в принципе все понятно. Также у нас есть раскладка на листах, где какие детали находятся. Детали вырублены уже и достаточно легко достаются из фома.
я посмотрела на вертолет и решила, что вот таким вот, то есть недоделанным, я вертолет не хочу оставлять. То, что я его окрасила, это понятно. Также я сделала у вертушки вверху небольшие срезы, скосы. Теперь у меня винты могут вращаться. Это я просто подрезала углы и сделала здесь небольшую выемку. Когда я ее окрашу, у меня спокойно винты будут вращаться. Вертолет я решила сделать целым. У него должно быть стекло спереди, так же как и в боковых частях. Я взяла прозрачный блистер от упаковки, вырезала стекло размером, оно у меня было 8 сантиметров и шириной 5 сантиметров. Верхнюю часть стекла я загнула на 7 миллиметров приблизительно. Внизу я тоже загнула и дополнительно приклеила вот такую деталь. Я ее вырезала из остатков толстого фома. Сейчас из тонкого фома я вырезаю рамы на стекла. Я их хотела вначале покрасить, но потом решила, что лучше из фома вырезать рамы. Тем более рамку я хочу сделать с такими же округлыми окнами. Ширина самих рам у меня по 5,5 миллиметров. И длину я сделала чуть больше, чтобы загнуть и вот здесь вот приклеить. А потом окрасить все это вместе. Еще дополнительно мне не понравилось крепление шасси. Здесь в этом месте они перегибались. И я приклеила дополнительно проволоку сечением 1,5 в оплетке. Это медная проволока у меня. И сейчас вырежу точно так же дополнительную деталь. Она у меня будет П-образная. Сделаю ее приблизительно шириной 8-9 миллиметров. И заклею каркас. Покажу, как я ее черчу. Так, у меня размер здесь получается шасси, то есть держателя для лыж 5,5, высота 2,3 где-то. Я закончила делать вертолет, то есть собирать 3D конструктор. Естественно, я его изменила, став собирать в последовательности вертолет, какой он должен собираться. Постепенно, как происходила сборка частей, то есть детали вертолета присоединялись друг к другу, становился модуль более тяжелым, и постепенно все детали стали разваливаться. Я показывала на видео. Поэтому я приняла решение начать склеивать вертолет. И за одним я еще решила его перекрасить из вот такого вот синего в зеленый. В общем-то, здесь 4 оттенка зеленого. Здесь вот получалось, что здесь оставались отверстия, внизу оставались отверстия, в окошках. Все эти отверстия я решила закрыть. Первое, сюда я вставила прозрачные окна. Вверху я сделала винт, у меня вращается. Задний винт вращающимся я не смогла сделать, потому что здесь крепление немного другого типа идет. Но если что-то придумать, то можно сделать и вращающийся задний винт. Снизу у меня вертолет получился вот так. Сверху блистера я приклеила фом толщиной 1 мм. Но можно было сделать его и толщиной 2 мм. Внутри я сделала имитацию кабины с приборной панелью и со штурвалом. Осталось от набора. Здесь литники, так называемые. Инструкция очень мелкая, я считаю. Нужно было ее сделать чуть крупнее, потому что цифры с буквами иногда сливаются и невозможно разобрать, что к чему. Поэтому я работала с лупой, чтобы найти все детали. Детали прорезаны достаточно хорошо, но есть места кое-какие, когда было сложно вытащить деталь, так как она не прорезана насквозь. Набор, в принципе, мне понравился. Малыш его собрать может, но, опять же, за такую цену 64 рубля, что стоил мне этот набор, я скажу так. Могли бы положить хотя бы прозрачную деталь, то есть что-то вроде блистер, чтобы можно было вырезать вот окна и вот ставить сюда окна.
хотя бы, чтобы закрыть все вот это безобразие, и вертолет выглядел цельным и собранным. Но так как он из мягкого материала фома, то, естественно, собирать его лучше на клей. Производитель говорит, что здесь клей не нужен. Но я бы собирала на клей, иначе все детали будут разваливаться. Выглядит готовый вертолет. А на сегодня все. Рада была, что вы оставались со мной до конца видео и потратили немного своего времени на просмотр. Если что-то будет непонятно, пишите свои вопросы в комментариях, я обязательно прочту их и отвечу. Делитесь своими впечатлениями от просмотра видео. Мне будет это не просто интересно, а я буду знать, что у нас есть обратная связь. Желаю всем творческих успехов, побольше солнечных дней в году, здоровья и до новых встреч. Всем пока-пока!